Война. День 222. Ситуация на фронтах. Вчера в Турции был спущен на воду первый корвет типа «Ада» для ВМС Украины. Это корабль водоизмещением 2400 тонн и имеющий на вооружении противокорабельные ракеты «Гарпун», способные поражать цели на расстоянии до 300 км, зенитно-ракетный комплекс «Рим-116» с радиусом действия 10 км, торпеды Марк-32, 76 мм автоматическую пушку Милара и два 12,7 мм пулемета. Восток. Россияне предприняли атаку в направлении Казачьей Лопани с территории России, но их атака была отражена. Восточнее украинские войска продолжают расширять имеющиеся плацдармы на левом берегу Оскола. Появились кадры, подтверждающие, что Кившарівка уже в тылу, а украинцы продвинулись дальше. Также поступают кадры из Боровой и Шейкивки, подтверждающие их освобождение. Видимо, россияне после окружения Лимана решили отвести свои войска с этих мест, дабы и тут ситуация не повторилась. Вчера уже окончательно стало известно, что Лиман освобожден. Россияне там попали в окружение и выходили из города с боями, неся большие потери. В сети полно кадров их разбитых колонн. Тут украинские войска прибегли к своей классической тактике – окружения городов и вынуждению россиян к сдаче или отступлению. Данная тактика кардинально отличается от российского подхода захвата городов, когда они штурмуют город в лоб и по сути стирают его с лица земли, уничтожая здания и людей. После освобождения Лимана украинские войска не остановились и продолжили движение на восток, освободив Заречное и Торское. Бои сейчас идут на подступах к Кременной. Со стороны Белогоровки и Верхнекаменского движений не было, а россияне контратаковали по направлению Спорного. Вагнеровцы продолжают атаковать Солидар и постепенно продвигаются к Бахмуту. Дальше обстрелы вдоль всей линии фронта, но без продвижений. Юг. Вчера ночью началось украинское наступление на севере Херсонской области в направлении Береслава. Россияне жалуются на превосходство украинцев в механизированных частях на этом направлении. За первые сутки украинцам удалось освободить несколько сел и продвинуться минимум на 10 километров. Так уже есть кадры, подтверждающие освобождение Золотой Балки и Михайловки. Российские военкоры заявляют, что россияне отступили к Дудчанам. Это довольно стремительное продвижение, как для этого направления. Вероятно, у россиян тут была относительно слабая оборона, ввиду не самого очевидного направления для наступления украинских войск, так как местность разрезана многочисленными балками и заливами, что должно служить серьезной преградой. Тем не менее, украинцам удалось прорвать первую линию обороны, и по некоторым сообщениям после движения на юг войска повернули на запад, тем самым окружая россиян севернее. Если данный маневр окажется успешным, это может обрушить российскую оборону вплоть до Давыдова Брода и, быть может, объединиться с выступом на Ингулецком плацдарме, который, кстати, россияне продолжали атаковать. Спасибо за просмотр, буду благодарен вашим лайкам, подписке, комментариям и огромное всем спасибо, кто поддерживает канал финансово.